Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. В закромах Родины нашлись несколько платьев. Они совсем новые, но пролежали в шкафу больше 35 лет, поэтому фасон, мягко говоря, устарел. На некоторых платьях сохранились даже ярлычки. Вот из такого материала мы и будем шить. В этой работе мы будем использовать 3 вида хлопковой ткани, как мне кажется, сочетающихся между собой оттенков. Все они как раз с цветочным принтом. Раскраиваю ткань на полоски с помощью коврика, линейки и кольцевого ножа. Я распустил ткань на полоски шириной 6 см. Теперь вырезаю из флизелина основу. Это самый простой флизелин. С одной стороны он гладкий, а с другой пупырчатый. Длина флизелиновой основы 40 см, а ширина 20 см. Теперь сделаю разметку. Ручкой пиши-стирай под углом 45 градусов. Эта разметка будет служить ориентиром при креплении лоскутков на основу. Чернила ручки пиши-стирай исчезнут после того, как я проглажу флизелин утюгом. Сделал разметку, теперь раскладываю лоскутки на гладильной доске. На флизелин параллельно разметке. Расстояние между краями лоскутков 5 см. Раскладываю лоскутные полоски и фиксирую их на флизелиновой основе утюгом. Закрепил ткань на основе и теперь переворачиваю ее и обрезаю выступающие края. Обрезал. Вот такое лоскутное полотно у нас получилось. Теперь берем швейную машинку и пришиваем по краю прямым швом все лоскутки. Таким образом, на флизелин мы собрали 2 лоскутных блока. Размер блоков 40 на 20 см. Разрезаем блоки пополам, и у нас получаются 4 квадрата 20 на 20 см. Складываем из блоков композицию и сшиваем квадраты между собой. Теперь нам нужно загладить швы утюгом, чтобы они нам не мешали. Вот что у нас получается. Такой большой квадратный лоскутный блок. Таких больших лоскутных блоков делаем 2. С обратной стороны блоков сделаем подкладку. Для подкладки выберем простой кусок хлопчатобумажной ткани. Вырезали квадраты из ткани в размер блоков и крепим подкладку к блокам швейными булавками. После этого берем швейную машинку и простым зигзагом прошиваем все швы на лоскутном блоке. Прошили все швы на обеих блоках. Вот так они выглядят снаружи. Вот так выглядит подкладка. Теперь закрепим блоки между собой булавками и соединим края блоков на машинке. Прошивая края блоков, с одной стороны дошиваем не полностью. Оставляем небольшое отверстие, примерно 7 см. Через это отверстие мы и будем выворачивать изделие наружу. Поскольку машинка у нас самая обыкновенная, я обработаю швы простым зигзагом. После обработки выворачиваем изделие наружу и проглаживаем утюгом. Вывернули чехол, прогладили. Теперь набьем его синтепоном. Вот такая пухленькая подушка у нас получается. Нам лишь осталось зашить отверстие потайным швом. Похоже, что наша подушка готова. За счет того, что она сделана из хлопковой ткани, она будет очень приятной для кожи лица, хотя она и декоративная. Одним словом, я доволен результатом.
Хоть и в самом начале я хотел шить сумку лоскутной техники для нашей маленькой дочки. Ну, по-моему, подушка тоже неплохо получилась. А значит, сумку из лоскутков сошью в следующий раз. Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить какие-нибудь новинки. А на этом на сегодня у нас все. Всего вам доброго. До свидания.